Добрый день, мои дорогие! Добро пожаловать ко мне на кухню! Сегодня готовим торт с профитролями «Шоколадные облака». В составе торта очень простой в приготовлении бисквит. Он на основе сметаны и сгущенного молока, нежнейший вкуснейший баварский мусс, который по вкусу напоминает мороженое пломбир, шоколадный крем на основе взбитых сливок и шоколада и профитроли. Профитроли мы начиним шоколадным кремом, зальем баварским муссом, и на разрезе они будут похожи на шоколадные облака. Спонсор видео – магазин «Знатная дама». «Знатная дама» – это интернет-магазин, где одеваются красивые, знатные женщины до 68 размера. Это одежда для женщин с пышными формами по доступным ценам. В интернет-магазине вы найдете все необходимое для гардероба. Здесь широкий выбор платьев, блуз, юбок, брюк, костюмов, верхней одежды от лучших российских и белорусских производителей. Цены на сайте оптовые и розничные. Легко и просто сделать покупку, а заказ он доставит в любую точку России. Ссылка под видео. Итак, давайте начнем готовить. Для бисквита нам понадобится 300 грамм муки, 200 грамм сахара, 200 грамм сгущенного молока с сахаром, 200 грамм сметаны, у меня 20%, но можно взять любой жирности, 2 куриных яйца, 20 грамм какао-порошка, пакетик разрыхлителя для теста, пакетик 10 грамм и немного негашенной соды, буквально 1/5 часть чайной ложки. Смешиваем сухие ингредиенты, к муке добавляем соду, разрыхлитель для теста, какао-порошок. Все хорошо размешиваем, а затем просеиваем. Куриные яйца взбиваем с сахаром. Сюда же добавляем сгущенное молоко с сахаром, размешиваем. Добавляем сметану. Размешиваем. Всыпаем мучную смесь и быстро замешиваем однородное тесто. Замешивать тесто можно миксером, но только коротко, довольно быстро. Взбивать очень сильно долго месить тесто не нужно. Главное добиться, чтобы тесто было однородным, без непромеса. Тесто получается не густое, льющееся, вот такое по консистенции. Все тесто делим примерно пополам и выпекаем 2 коржа. Каждый корж я выпекала в форме диаметром 26 сантиметров. Выливаем половину теста, разравниваем. Вторую половину теста я буду выпекать в кондитерском круге. Кондитерский круг я сделаю чуть-чуть меньше по диаметру, чем форма, чтобы один корж мне был чуть больше, а второй чуть-чуть поменьше. Выпекаем в предварительно разогретой до 180 градусов Цельсия духовке до пробы на сухую палочку. То есть деревянная палочка, воткнутая в центр коржа, должна выходить чистой, без следов теста. Печется корж примерно 30-35 минут. Дадим коржу слегка подостыть, достанем из формы, выложим на решетку и дадим полностью остыть. Для профитролей нам понадобится 70 грамм муки, 50 грамм сливочного масла, 2 куриных яйца, 70 мл молока, 50 мл воды, четверть чайной ложки соли и пол чайной ложки сахара. В кастрюльку кладем сливочное масло, вливаем воду, молоко, добавляем соль, сахар и ставим на плиту. Нам нужно довести нашу смесь до кипения. Муку просеиваем
и берем с собой к плите, она нам понадобится. Следим, чтобы до начала кипения у нас полностью разошлось масло и растворились соль, сахар. Как только закипит, снимаем кастрюльку с огня, я отодвину на край плиты и единым махом всыпаем в горячую смесь просеянную муку. И сразу же начинаем быстро-быстро растирать. Нам нужно заварить муку и нужно добиться того, чтобы наша мучная смесь была гладкой, без комков. Вот таким образом растираем. Растираем до тех пор, пока у нас не образуется гладкое однородное тесто и пока оно не соберется в единый ком. Вот так это примерно выглядит. Возвращаем кастрюльку на огонь и слегка наше тесто подсушиваем. Подсушиваем до тех пор, пока тесто не начнет отдавать муку, пока на дне кастрюли не образуется тонкий-тонкий мучной налет. Вот сейчас он отчетливо виден. Очень сильно подсушивать тесто не нужно. Вот такого легкого мучного налета будет вполне достаточно. Перекладываем тесто в отдельную миску и дадим ему слегка остыть, потому что дальше мы будем в тесто втирать куриные яйца. И если втирать в очень горячее тесто, то яйца просто свернутся. Но в то же время не нужно давать тесту остыть полностью, оно должно остаться довольно горячим. Вбиваем в тесто одно куриное яйцо и втираем. Сейчас тесто еще очень-очень густое, поэтому нам понадобится еще одно яйцо. Я его буду добавлять не целиком, а частями, потому что это, во-первых, проще, во-вторых, для того, чтобы не промахнуться с консистенцией. Буду постепенно добавлять разболтанной вилочкой яйцо, втирать и проверять консистенцию теста. В результате я добавила в тесто 2 полных яйца. Нам нужно, чтобы тесто приобрело некоторую подвижность и стекало с ложки вот таким птичьим язычком. А края разреза от ножа уже начали стекаться. И затем тесто нужно хорошо вымесить до гладкого блестящего состояния. Очень часто его вымешивают миксером, ну, можно просто ложкой. И попутно хотела сказать, что на канале есть отдельное видео, посвященное заварному тесту, поэтому если есть какие-то вопросы, заходите, смотрите, там обо всем подробно. Вот такое тесто у меня получилось в результате. Оно подвижное, гладкое, однородное, блестящее. Стекает с ложки треугольничком, который называют птичьим язычком. Тесто перекладываем в кондитерский мешок с круглой насадкой и отсаживаем профитроли. Хвостики профитроли подравниваем. Неудобно это делать просто пальцем. Я его смачиваю в холодной воде и подравниваю все неровности. Выпекаем профитроли в предварительно разогретой до 200 градусов Цельсия духовке до легкого воздушного сухого состояния. Они должны стать золотистыми и достаточно сухими. Пекутся профитроли примерно 25-30 минут. И попутно замечу, что заварное тесто очень важно допечь, поскольку если не допечете, после того, как вы достанете профитроли, они могут просто опасть. Для шоколадного крема нам понадобится 200 грамм шоколада, у меня по 100 грамм черного горького шоколада и молочного, и 200 миллилитров жирных сливок для взбивания. У меня сливки жирностью 35%. Сливки нагреваем до очень горячего, практически до кипения. В горячие сливки выкладываем шоколад и оставляем минут на 5 для того, чтобы шоколад подтаял. А затем размешиваем до образования гладкой однородной шоколадной массы. А затем шоколадную массу убираем в холодильник как минимум на 2-3 часа, а желательно даже и на более длительное время, скажем, часов на 5-6, можно оставить в холодильнике на целую ночь, для того, чтобы она хорошо охладилась. Итак, для шоколадного крема нам понадобится подготовленная ранее шоколадная масса,
Она должна быть хорошо охлаждена. 170 грамм сливочного масла, 1 банка вареной сгущенки, вес банки примерно 380 грамм. И немного спиртного. Можно взять чайную ложку ликера, я взяла столовую ложку коньяка. Спиртное на ваше усмотрение. Не хотите, можно не добавлять. Сливочное масло нужно заранее достать из холодильника и дать слегка согреться, чтобы оно было не каменным. Сначала взбиваем сливочное масло. Затем во взбитое сливочное масло будем постепенно добавлять вареную сгущенку. Добавляем небольшими порциями, каждый раз добиваясь того, чтобы масло полностью выбрало сгущенку. И только после этого добавляем очередную порцию. После того, как вся вареная сгущенка будет добавлена, проработаем крем миксером 1-2 минуты. Отдельно взобьем шоколадную массу. Если вы ее хорошо охладили, то масса взобьется без каких-либо усилий. И затем постепенно добавляем взбитую шоколадную массу к взбитому сливочному маслу со сгущенкой. В результате получается очень легкий, воздушный и очень вкусный шоколадный крем. Прорабатываем крем миксером 1-2 минуты. Вливаем спиртное, если вы будете его добавлять. Если против, не добавляйте, ничем заменять не нужно. И еще раз прорабатываем миксером. Вот такой по консистенции получается крем. Пропитывать коржи мы будем сахарным сиропом. Для его приготовления нам понадобится 2 столовые ложки сахара, 3 столовые ложки воды и столовая ложка спиртного. Я взяла столовую ложку коньяка. Спиртное, как всегда, вы можете просто пропустить. Вливаем воду к сахару и при нагревании добиваемся того, чтобы сахар полностью растворился. Вливаем коньяк, размешиваем и дадим остыть до комнатной температуры. Шоколадным кремом начиняем профитроли. Можно при помощи кондитерского мешка, так как начиняют эклеры. А можно вот таким образом, просто разрезая профитроли вдоль. Профитроли пока откладываем. Коржи у меня остыли до комнатной температуры. Вот такие они красивые, высокие. Каждый корж разрезаем вдоль пополам. Вот такой красивый корж внутри, он легкий, воздушный. Корж пропитываем сахарным сиропом. Весь оставшийся шоколадный крем делим примерно пополам. Половину крема наносим на первый корж, распределяем. Вторую половину первого коржа также пропитываем. Выкладываем сверху. И таким же образом подготавливаем второй корж. В результате у нас получается 2 больших шоколадных коржа с шоколадным кремом и профитроли, начиненные шоколадным кремом. Всю эту красоту пока убираем в холодильник. И нам останется приготовить только баварский мусс. Нам понадобится 3 яичных желтка, 250 мл молока, 100 грамм сахара, 300 мл жирных сливок для взбивания. У меня сливки жирностью 35%, 10 грамм порошкового желатина и чайная ложка ванильного экстракта для отдушки. Желатин замачиваем в холодной воде. Я взяла примерно 70 мл воды. И пока оставляем. Молоко переливаем в кастрюльку. Сюда же добавляем примерно половину всего необходимого по рецепту сахара. И ставим на огонь. При нагревании добиваемся, чтобы сахар полностью растворился. Молоко доводим практически до кипения, но не кипятим. Пока у нас молоко нагревается, взбиваем яичные желтки с сахаром до такого воздушного светлого состояния. И затем во взбитые желтки, не прекращая взбивания, тонкой струйкой вливаем горячее молоко. Первые порции молока должны быть совсем небольшими, для того, чтобы желтки у нас не свернулись. А когда желтки прогреются, молоко можно добавлять посмелее. Молочную смесь переливаем обратно в кастрюлю и идем к плите уваривать.
Увариваем крем при быстром, но аккуратном нагреве и постоянном интенсивном перемешивании. Кипеть не даем, максимальная температура 82 градуса Цельсия, для того, чтобы у нас желтки не свернулись. Варим до загустения. У нас здесь нет ни муки, ни крахмала, поэтому крем будет увариваться не очень быстро. Понадобится примерно 7-10 минут. Варим вот до такого состояния. Крем должен подзагустеть. Линия, оставленная на тыльной стороне ложки, должна не стекаться, оставаться четкой. Свежесваренный крем переливаем в отдельную миску и дадим слегка подостыть. Не нужно, чтобы крем остыл полностью, он должен остаться довольно горячим. Пока мы варили крем, желатин успел набухнуть. Аккуратно его разогреваем, чтобы желатин полностью перешел в раствор. Желатин процеживаем и добавляем заварной крем. Размешиваем. Сюда же добавляем ванильный экстракт. Еще раз размешиваем и оставляем остыть до комнатной температуры. Когда крем остынет, достаем из холодильника сливки. Напомню, что взбиваются только жирные и очень холодные сливки. Поэтому сливки должны быть не на рабочей поверхности, они должны быть в холодильнике. Достаем сливки и взбиваем их до мягких пиков. Во взбитые сливки добавляем заварной крем с желатином, размешиваем, и баварский мусс готов. Очень важно здесь действовать быстро, поскольку сливки у нас холодные, а в заварной основе есть желатин. Если вы будете добавлять медленно, то желатин в креме может застыть нитями, и в результате баварский мусс будет неоднородным. Когда вся желатиновая основа будет добавлена, прорабатываем крем миксером для однородности 1-2 минуты, и наш крем готов. Вот такой он получается по консистенции. И нам останется только собрать торт. Собирать торт я буду в кондитерском кольце, поскольку баварский мусс довольно жидкий. На сервировочную тарелку выкладываем первый корж, зажимаем его в кольце. На корж выкладываем профитроли. Несколько профитролей я оставила для украшения торта. Заливаем баварским муссом. Сверху выкладываем второй корж. Напомню, что второй корж я испекла чуть меньшего диаметра, чем первый. И поэтому он довольно легко поместился сверху. Если вы будете печь коржи одинакового диаметра, то вам нужно будет второй корж чуть-чуть подрезать, чтобы он был чуть-чуть поменьше. И всю эту конструкцию ставим в холодильник до полного застывания баварского мусса. Как минимум на 2-3 часа, можно даже на более длительное время. Достаем торт из холодильника и аккуратно снимаем форму. При необходимости мусс подравниваем. У меня мусс в нескольких местах прихватился к форме, поэтому я его подравниваю при помощи горячей лопаточки. Я взяла металлическую лопаточку, в миску налила крутой кипяток, лопаточку разогревала в кипятке, затем обсушивала на полотенцах и горячей лопаточкой разравнивала мусс. Торт пока убираем в холодильник. Украшать торт я буду профитролями и безе. Безе я испекла из оставшихся по рецепту белков. Для шоколадной глазури нам понадобится 100 грамм шоколада и 70 грамм сливочного масла. Шоколад можно взять любой, у меня горький. Шоколад и масло растапливаем любым удобным для вас способом до образования однородной шоколадной массы. Достаем из холодильника торт, сверху выливаем глазурь. Лопаточкой глазурь разравниваем. И поскольку я хотела, чтобы на торте были шоколадные подтеки, я вот таким образом при помощи лопаточки сгоняла глазурь вниз. Вид подтеков будет напрямую зависеть от температуры глазури. Чем глазурь горячее, тем тоньше и длиннее подтеки. Чем холоднее, тем подтеки шире и короче. Сверху выкладываем профитроли, безе. И наш торт почти готов. Убираем его в холодильник минут на 30, чтобы полностью застыла глазурь, и можно всех звать к чаю. Торт получается большим, но очень вкусным. Итак, наш торт с профитролями готов.
Мне остается традиционно вам пожелать приятного чаепития. Приготовьте, попробуйте. Очень надеюсь, что он вам тоже понравится. Спасибо, что были со мной, смотрели видео, и всего вам самого-самого доброго. До новых встреч, до новых видео.